Всем привет, это новый выпуск на моем канале. Сегодня так достаточно ветрено, так что, если что, извиняюсь заранее за звук. Сегодня проведем день вместе со мной, съездим также на Перл, в одно место классное, куда очень часто возят туристов. Съездим туда, погуляем, называется Канат Айленд, по-моему, как-то так. В общем, похоже очень сильно на Венецию. Сходим, посмотрим, но сейчас сперва мы пообедаем. Сходим в такое классное место, называется Outback. Там классные бургеры, стейки делают. Так что самый лучше, чем Black Star Burger. Лучше. Хотя не пробовал, но, по-моему... Но, кстати, лучше. Я пробовал. У нас в Минске Black Star Burger был. Не знаю, закрылся он еще или нет. Но людей там было всегда очень мало, так что я думаю, что, видимо, закрылся. Даже Тимати приезжал на открытие, насколько я помню. В общем, Outback очень классное место. И если вы хотите, кстати, лайфхак для вас, хотите там дешево покушать, говорите, что вы сотрудник торгового центра, и напишите просто какой-нибудь там номер. Скажите, где вы там работаете, к примеру, Lacoste, Tommy Hilfiger, неважно где, какой магазин увидели, такой сказали. Они особо не проверяют. Так что присаживайтесь поудобнее. Это новый выпуск. Погнали! В общем, друзья, как я и говорил ранее, в Катар лучше приезжать. Вот конец октября, начало ноября. Погода идеальная, даже на солнце и в тени гуляешь, очень комфортно. Ориентируйтесь, да, вот начало ноября, вот с ноября по апрель прям вообще классная погода. Конец апреля. Вот это сезон в Катаре. Но январь, это холодно. Ну, в декабре холодно, да, достаточно. Холодно. Ну, в январе, да, январь прям прохладненько, да, по вечерам особенно. Самый сезон, чтобы поплавать, сюда давай, перейдем, да. Чтобы поплавать, самый сезон это вот ноябрь и начало весны. Но в ноябре еще вода, она не остыла за лето, то есть она хорошо прогрелась. Вот, и в ноябре прям идеальная вода, чтобы покупаться. Ноябрь еще, декабрь более-менее. А уже весной, после зимы, вода холодная, и надо время, чтобы она прогрелась. Ходим мимо, кстати, и заметили, что открылся автосалон BYD. Вот Низаму нравятся эти автомобили. Говорит, очень популярно в Кыргызстане, да? Да и не только в Кыргызстане. В странах СНГ. А что тебе нравится? Цена или то, что качество? Цена с качеством совпадает, да? Да, Ну, у нас в Беларуси тоже, кстати, очень популярны BYD. Вообще сейчас китайские автомобили. Российские, вообще рынок СНГ заполнили прям так, плотненько. Немцы поуходили из России, обслуживание плохое, цены неоправданные. Кстати, я читал информацию вот на днях, что продажи Mercedes в этом году упали на 50%. Прикинь? 50 это не каких-то 5, 50% продажи упали Mercedes. Китайцы, конечно, да, дали жару немцам. Жестко. О, смотри, какой классный салон. Продано? Вот это? Ну, красивый салон, кстати. Не открывается. Мы видим под заказ 175 тысяч реал. Это где-то около 45 тысяч долларов. BYD Seal. 580 километров на одном заряде может проехать. Открыто. Ну, приятно сидеть, да? Как тебе? Шикарно. Как у Porsche переключатель. Сидеть комфортно. Сиденья такие прям спортивные, удобные, с поддержкой по бокам. И здесь, видимо, можно вот телефон заряжать, просто положить. Беспроводная зарядочка. Ты в курсе, что вот этот планшет Снимается? вот так вот поворачивается? Поверни. Зажми тормоз. Ты все равно не услышишь, как она заведется. Зажми тормоз. Вдруг мотовато. Да можно, можешь заводить. Зажми тормоз, можешь музыку слушать.
Не, правой ногой. Ты когда на автомате, ты должен одной ногой пользоваться. Там кнопка где-то должна быть. А там нету слева, посмотри. Не, вот там нигде нету? Как завести? А, вот же. Зажимай, держи. Только не отпускай тормоз, а то будет как у Литвина с Porsche. Класс? А зачем поворачивается этот кран? В чем прикол? Не, он может так и остаться. А можно повернуть. Вот эти без зарядки, да? Типа... Беспроводная зарядка, да. Ну классно же, скажи. Не, классно, конечно. Если брать новый Mercedes, который стоит 120 тысяч долларов, и вот это, ну 100, ладно, и это 45 тысяч, то как будто бы выбор очевиден. Панорамная крыша, полностью панорамная. Но это кожаный салон, видимо. Ну, искусственная кожа, судя по всему, потому что такой материал какой-то непонятный. Но это не кожа, точно. Прикольно. Вот это такой материал какой-то приятный, прикольный, непонятный такой, как будто вывернутая кожа. Да, мягкий. Да. Ну, она, наверное, со временем... Мне кажется, грязниться будет и чистить. Да, и чиститься неудобно будет. Хотя, если постоянно не трогать ее, знаешь. Не, ну она чем-то напоминает Бэху. Ну, здесь вот на Porsche. Переключатель 100% Porsche. У Porsche украли. Сзади сяду. Посмотрю, как сидеть. Ну, сзади вообще места дофига. Очень много места. Прям комфортно сидеть. То есть у меня перед коленями еще расстояние нормальное. И спереди я сидел, тоже комфортно сидеть было. И здесь, смотри, за счет того, что нет коробки переключения, ну, как бы этой трансмиссии, здесь пол плоский, потому что там батарея чисто. И здесь спокойно сядет третий человек, и нужно ноги вот так вот поднимать. Плоский пол, удобно. Классно, да? Хорошая машина, да? Что, оформляем? 2. Сзади даже кожа обтянута, не пластик здесь вот, но вот этот материал. Ну, это вряд ли кожа, это резина какая-то, как будто. Точно не кожа. Стопудово они будут говорить, что кожа. Ну, эко-кожа, они говорят обычно. Ну, по ощущениям, это резина какая-то такая. Не кожа, но и не прям супер такая какая-то дешевая резина. В общем, материал приятный, выглядит как кожа, смотрится аккуратно. Вот. Прикольно. Вообще удобно вот тут сидеть. Тоже салон классный, приятный. Они еще так все похожи, да? Вот маленький экран, большой экран, который переворачивается. А этот не переворачивается, видишь? А? Этот не переворачивается. Надо нажать на что-то, чтобы он перевернулся. Наверное. Может, здесь какие-то кнопки есть? Хотя кто его знает, может он не переворачивается. А, вот. А, вот. Смотри, вот кнопка. Вот еще. А еще здесь? Крутяк, скажи. Ну, типа, прикольно, она ничто не дает, эта фишка, как бы, ну, прикольно. Знаешь, что типа... дает? Карту открываешь, когда? А, ну типа, да. удобнее да. смотреть как раз таки, когда она вот так вот. Ну да, вообще да. Прикольно. Ну, тоже за 30 тысяч долларов, даже меньше 30. Руль, посмотри, это вот так. Ну. Да, по внешнему виду я не спорю, смотрится классно. Внутри дизайн тоже неплохой. Вот. А сколько она прослужит, это уже другой вопрос. А, так она на бензине? Гибрид? Гибрид, походу, а зарядка вторая где? Впереди. Сзади, наверное. А, вот здесь. Вот. Смотрится неплохо. Свои деньги. В общем, такие автомобили здесь представлены в автосалоне BYD. Цены вы видели сами.
сравнить с ценами в Беларуси, в России, но я думаю, плюс-минус одинаково. Сиденья здесь такие комфортные. Ну да, вообще в целом хорошая машина. Good car, nice car, very comfortable. Солнышко светит. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Шикарный день. Мы покушали. Низам купил себе одежду. Вы продолжайте улыбаться. Главное, все будет. А вот самый первый отель в Дохе, Шератон. Очень старый отель. Мы приехали в этот квартал. Сколько раз мы гуляли, и я тебе говорил про это место, что надо сюда сходить, и мы никак не могли найти его. За погодой. Да, сейчас погода вообще шикарная, надо зайти в это кафе, которое я тебе говорил, в Вов, взять по кофейку, здесь погулять. Здесь круто, красиво. Здесь вот реально как в Венеции, посмотрите. Да? Красиво. Да, здесь классно вообще. Так погулять, прям как в Европе. Всякие кораблики катаются. Можно, видимо, арендовать. Магазинчики есть разные. С парфюмом. С всякими такими штуками прикольными. Интересно. Пойдем туда, сходим? Шли с Низамом в кофейню. Прикольная кофейня, называется Аспро. Прям на берегу вот этой реки. Смотрится классно, прикольно сделали канал такой широкий. Ну, кстати, знаешь, что это вода из Персидского залива? Ну, из залива. Они прям сделали такой отток оттуда. Да, то есть это не искусственно. Они канал вырыли, и это все из моря идет. Прикольно. Нам наш капучино. Buy one, get one free. Кстати, друзья, пользуйтесь. Buy one, get one free. Приложение Urban Point называется. Кому интересно, можете найти приложение в App Store. Приложение можно много где ходить по классным заведениям, там, с друзьями и платить как за одного. Вдвоем идется, платите как за одного. В Катаре это прям make sense, потому что реально в Катаре очень дорого. А так можно чуть-чуть сэкономить. Пролив. Людей нет, вообще кайфово погулять здесь. Кафе. Будний день. О, мексикано. Мексикано. Viva Mexico. Пацанам. Может, у них есть еще это самое? Десерт 25 реал. Нутелла. Чао, Белла, чао,
Чао. Пока. Это Баламут. Баламут, дела тут в Катаре. Ну чё, как тебе тут? Да, я вообще, прикиньте, первый раз здесь, сколько я в Катаре вот уже живу, в этом районе первый раз. Ну, классно, погулять, прикольно. То есть я думал, честно говоря, что это типа маленький райончик будет, то есть пару каких-то зданий, а тут целый типа дистрикт, целый квартал такой, прям большой. Вот, и прикольно погулять. Взять кофеек, или вот посидеть, покушать вдоль набережной, какой-то кафешку. Прикольно, классно. И на тур поставили набирать, которые дороги. 9380? Вот в этих местах люди живут, можно арендовать жилье. У каждого гараж здесь отдельный. Какой-то таунхаус, да, получается? А? Называется таунхаус. Ну да, таунхаус получается, да. Вот, кстати, мне, честно говоря, напоминает чем-то даже, у нас есть районы старые Минска, с такими вот зданиями, тоже их сейчас в разноцветные цвета покрасили. И реально прикольно. Минске тоже тебе бы понравилось. Красиво. Чем-то напоминает вот типа а-ля Карла Маркса, если гулять по улице Карла Маркса. Ну тут, конечно, все намного прям ухоженнее, цивильнее так. Классно смотрится. У каждого свой типа как таунхаус с отдельным гаражом. What's up? How are you? Say hi. Сейчас мы хотим пройтись на ту сторону. В общем, прикольное место. Классно погулять здесь. Вот там такой вид на здание. И резко поворачиваемся, и здесь такой вид. Уходящий в Персидский залив. Очень красиво. Смотри, Низам. Ты видел? Можно фоточку сделать. Офигенно. Там вот Лусаил, вот где 4 башни те. Вот это отель знаменитый, тоже очень красивый. Я думаю, здесь ночью тоже очень классно. А солнце как раз в ту сторону заходит, надо будет тоже подснять это. Это тоже частная резиденция. Да, это. Нет, там кафешка, походу, какая-то. Кафешка? Да, наверное, да. И я думаю, это вот живут. Думаешь, и они типа себе оборудовали? Да. Ну, прикольно, блин, классно. Вообще классно, да? Да. Ну да, да. Прикольно. Ну, знаешь, прикольно это прикольно, но когда вот так вот кто-то вот так вот чужого стоит, смотрит, кажется. Ну да. Ну, на исключение всегда там, да, и там, смотри, мост. Давай туда попробуем пройти как-нибудь вокруг. Вокруг, наверное, вот там обойти можно. Вот реально мне эта улица напоминает, ребят, Минск. Вот Минск спускаешься, вот на Карла Маркса съезжаешь, и вот там домики вот такие вот тоже. Помните, да, кто из Минска? Реально очень похоже. Около Динамо стадиона. Прям прикольно. Ну тут прям, конечно, получше. А это, считайте, Свислочь практически. Ну, красиво здесь. Сзади, там, на той стороне, что тихо, спокойно. Ну, в плане, что, смотри, у тебя нет никакого заднего двора нормального. Ты знаешь, у меня дома, допустим, большая площадь. С той стороны. Нет, там тоже ничего нет. Там сразу... Ты все, вот тебе дом, как в Америке. Американские дома. Такие, знаешь. Да, здесь открыто все, ты не можешь... Ну вот, у тебя твой дом, вот гараж, ты можешь на улице поставить машину, и все. Там дальше у тебя нет огорода, какого-то сада. У нас, допустим, вот дом стоит, вот, к примеру, забор, здесь забор, вот дом, у тебя участок такой вот, и сзади еще огород какой-то. Да, да, как у вас, да. Чей-то поршик. Прикольненький. Да, чуть позже. Салам алейкум! Салам алейкум! Блин, ну класс вообще.
Кайфово здесь. Супер. Все, приезжаем сюда. Посмотри, сколько здесь стоит. Говорят, недорого студии стоит. Здесь. Типа там пушка есть. Ну. Посмотрите. Здесь. Вообще. Кайф. Хватит, друзья. На этом моменте можно поставить на паузу, понаслаждаться видом и подписаться на канал, написать комментарий и поставить лайк. Нас уже 1500, друзья, 1500. Достаточно много. Так что давайте дойдем все вместе до 10 000 быстренько. Вот тебе задний двор. Ну да. Ну как, блин, все видно, все на виду. То есть вот задний двор, да, у людей. Ну, все на виду. Да, и люди вот так вот проходят, смотрят. Да, да. Нет приватности какой-то. Что, брат, нормально отдыхается? Привет. Че, сколько стоит? Аренда, да? И тут еще напрягает то, что типа правят везде. Правят, туда нельзя, сюда нельзя. Вот ты гуляешь, вот шлагбаум стоит, и по-любому это правят. Вот сейчас мы... Здесь, смотри, как они Самолет. Что? обыграли. Ну здесь прикольно, да. И закрылись. Ну вот ты сюда можешь зайти. Вот. Все, уже не правит, получается. Вот чья-то барбекюшка, кто-то барбекю делает. Вот. Ну давай попробуем туда пройти. Скажут нам, правят или нет? Скажут. Да? Ну давай. Пока никого нет. Смотри, какой закат. Прям как в Италии. Что это, Веспа? Веспа. Чья-то Веспа. Ну кто-то, видимо, давно не ездил на ней. Смотри, какая грязная Веспа какая-то. Видимо, после дождя. Да. Ха. Итальянское производство, кстати, Фиат. О. А это уже правит, походу. Правит? Подожди, правит? Это правильно. А это? А это общага. We can go here? Yeah? Okay. А вот погнали туда, смотри. Что здесь? Черных дофига, заметил? Шаурма, да? Hi, how are you? I'm fine. Very nice dog. What's this? Not biting? It's not No, biting? No, it's not biting. Hello, how are you? А living here? Very nice dog. Oh. What's the name? Daisy. Daisy? She wants to say hi to me. Daisy, Daisy, Daisy. I've heard this. It's from Great Gatsby. It was Daisy. You know this movie? Yeah, right. Daisy. Тихое, спокойное место. Классно и погулять. И жизнь здесь тоже прикольно. Но вопросы как бы к инфраструктуре. Здесь... здесь же есть Монопри. Монопри есть. Куда не отойти надо? Ну да. Ну тут без машины тяжеловато. То есть проще на машине, конечно. С района на район, потому что Перл достаточно большой такой вот район. Пешком тяжеловато, конечно, будет ходить. Гуляешь, просто кайфуешь, да? Да. Это вообще гораздо круче, чем в Дубае, в Майами. Мгм. Я тебе говорю, вот эти каменные джунгли съедают энергию, а здесь как будто бы Да. набираешься. Да. Как в Европе, реально.
красиво. Это вот одна такая тоже источник притяжения для туристов. Хотя, наверное, мало кому рассказывают вообще про этот район. Я не слышал каких-то путеводителей, чтобы сюда возили людей. Но вот как одна из локаций в Дохе, которую стоит посетить, вот советую реально. Называется Канат Картье. Ну да, квартал Канат, в общем. Классно здесь. Надеюсь, вам понравился район, понравился выпуск. Как обычно, подписка, лайк, вот мой инстаграм, пишите вопросы. Оставляйте комментарии. Да, мне уже, кстати, писали, просили скинуть контакты гида, вот буквально там несколько человек. Так что, друзья, кому нужен гид в Катаре, пишите мне, я сброшу контакты. Всем пока! Около мусорника тебя сфоткать? Ну давай. Закаты, конечно, офигенные. Небо вообще просто очень красиво.